Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я хочу показать очередной оригинальный неизбитый узорчик. Смотрите, вот из такой пряжи. Она не слишком толстая, не слишком тоненькая. Про пряжу расскажу в конце видео. И крючок у меня сегодня, смотрите, будет 3 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу и подбираете крючок под свою плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она четкая, понятная, читабельная. Кто умеет работать со схемкой, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 16 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта, это будет 32 воздушные петельки. Дополнительно 5 петелек вы увидите, чтобы узорчик ровно, красиво закончился. Итого 37 воздушных петелек набираю я, ну а вы набираете, сколько вам будет необходимо. Все как всегда, для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Так, теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд. Чтобы не запутались в воздушных петельках, мы сделаем столбики с накидом. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала повторяйте 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Это у нас будет столбик с накидом. Есть. Дальше накид. В следующую по порядку петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот наша задача шагать по всей цепочке. Заглядываем в каждую воздушную петельку, провязываем в нее столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я набрала 37 воздушных петелек. У меня, естественно, получится 37 столбиков с накидом. Несложно, да? И самое первое получается у нас 3 петельки подъема, которые мы провязали. Вот эти вот. Они считаются тоже за столбик. Это имитация столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Ну и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. Пропускаем 1 столбик и в следующий нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Дальше воздушная петелька, накид, и сюда же вернулись в этот же столбик и провязали еще 1 столбик с накидом. Получилась вот такая вот рогаточка. Есть. Дальше, смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика. 1, 2, в 3 нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Воздушная петелька, накид, вернулись сюда же и провязали опять столбик с накидом. Еще 1 рогаточка. Видите? Вот, 2 рогаточки. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2, накид, будьте внимательны, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, в 5 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, накид. И возвращаемся опять сюда же, делаем вторую ножку нашей очередной рогаточки. Вот, видите, такая рогатка пошире. 2 маленькие, 1 широкая. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, в 5 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, вернулись сюда же и провязали еще 1 столбик с накидом. Есть. Вот такая вот рогаточка. Накид, пропускаем 2 столбика, в 3
Делаем такую же рогаточку, столбик с накидом, воздушная петелька, сюда же вернулись, столбик с накидом. Вот это вот вторая рогаточка, вот, да, как раз та самая рогаточка, самая первая у нас, поняли? То есть дальше мы с вами повторяем. Опять накид, 2 столбика пропустили, в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, вернулись сюда же, еще один столбик с накидом. Вот. Вот те самые первые 2 рогаточки, вот они, в самом начале ряда. После вот этих вот всех 3 рогаточек мы делаем 2 воздушные петельки, 1, 2. Будьте внимательны, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, в 5 нырнули, вытянули ниточку, столбик с накидом. И здесь мы провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Возвращаемся сюда же и делаем еще один столбик с накидом. Получается вот такая вот широкая рогатка. Видите? Вот широкая рогатка, вот широкая рогатка. Дальше опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули. И провязываем опять рогатка. Воздушная петелька. Все, 2 столбика, между ними воздушная петелька. Накид. Опять пропускаем 2 столбика, в третий провязываем еще одну рогатку. 1, воздушная петелька. Есть. И теперь заканчиваем ряд. Пропускаем 1 столбик. И вот последний у нас 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом. Вот в эту третью петельку провязываем столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Вот такая вот картина должна получиться. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь, смотрите, будет несложно. Над каждой рогаткой мы будем провязывать точно такую же рогатку. Смотрите, накид. Вот в арочку нырнули между столбиками с накидом. Столбик с накидом провязали. Воздушная петелька. И сюда же вернулись, столбик с накидом. Вот. Получается над рогаткой рогатка. Накид. В следующую арочку, вот эту вот рогаточку, точно так же. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. Вторая рогаточка. Четко над рогаточкой рогаточка. Теперь будьте внимательны. Делаем 1 воздушную петельку. Теперь смотрите. Вот наша самая такая широкая рогатка. Будем работать с ней. Накид. Нырнули. Вытянули ниточку. Подтянули. Вот так вот не провязываем. Держим на крючке. Считаем 1. Накид. Сюда же 2. Накид. Сюда же 3. Теперь смотрите. Все вместе провязали. Зафиксировали. Пышный столбик. Я сделала 3 накида и 3 петельки. Вы можете делать 4, 5, 6, 7. От этого будет пышный столбик более эффектно смотреться. Но и пряжи скушает больше. Но обязательно попробуйте, провяжите. Итак, воздушная петелька, накид. И сюда же опять в рогаточку нырнули. Вытянули ниточку, подтянули. Считаем 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Все вместе провязали и зафиксировали. Второй пышный столбик. Воздушная петелька. Сюда же опять делаем такой же третий пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять 4 столбик сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. И получается у нас над нашей вот такой широкой рогаткой сформировался, ну, назовем как бы веерочек такой из пышных столбиков. Угу. Дальше воздушная петелька. И мы переключаемся к нашим рогаточкам. 1, 2, 3. И будем провязывать точно такие же рогатки. Давайте. Нырнули в арочку. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же еще столбик с накидом. Есть рогатка над рогаткой. Накид. В следующую арочку. Нырнули. Столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же еще один столбик с накидом. Вторая рогаточка. И третья. Точно так же в арочку нырнули и провязали столбик с накидом, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом. Угу. Несложно? Несложно. Вы можете поставить на паузу, да, провязать, не торопиться. Вы можете в настройках поменять скорость.
То есть как будет вам удобнее, так я буду, естественно, произносить медленно, низким басом, но зато с вашей скоростью. Идем дальше. Воздушная петелька. Переключаемся на широкую рогатку. Будем делать точно такой же веерочек из пышных столбиков. Итак, нырнули, подтянули, держим, не провязываем. Считаем. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. Провязали. Зафиксировали. Воздушная петелька. Накид. Нырнули, подтянули. Раз. Два. Три. Провязали. Зафиксировали. Воздушная петелька. Третий раз сюда же. Раз. Два. Три. Провязали. Зафиксировали, чтобы наши петельки не разбежались. Воздушная петелька. И сюда же. Раз. Два. Три. Провязали. Зафиксировали. Вот наши пышные столбики. 4 пышных столбика. Дальше воздушная петелька. И точно так же провязываем вот наши арочки. Их осталось 2 штучки. Рогаточки. Да, в арочку провязываем. Раз рогаточка. Воздушная петелька. Есть. Первая рогаточка готова. И во вторую рогаточку точно так же провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Ничего сложного. На протяжении всего вязания над рогаточками будут стоять только рогаточки. Не запутайтесь. Заканчиваем наше вязание. У нас здесь были 3 петельки подъема, помните, в предыдущем ряду? Аккуратненько беремся за 3-ю петельку и в нее провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Идем далее. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Как и договаривались, над каждой рогаткой будет рогатка. Тут несложно, провязывайте самостоятельно. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Накид в следующую рогаточку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька, столбик с накидом 2. А вот теперь будьте внимательны. Наша с вами задача повторить вот этот вот большой наш ряд с большой рогаточкой. Понятно? Для этого мы делаем 2 воздушные петельки здесь. Раз, два. И смотрите, у нас здесь получается 3 арочки. Раз, два, три. Вот центральная арочка, вторая. Мы будем работать с ней. Накид. Нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. И вот здесь мы, получается, с вами делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Потому что такая же рогаточка у нас большая будет. Сюда же вернулись, столбик с накидом. Поняли? То есть мы повторяем, вот он, первый ряд нашего узорчика. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся наши рогаточки. Вот, понятно? То есть все провязывайте точь-в-точь, как мы с вами уже вязали. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Поняли? Все, несложно. В центральную арочку вы будете провязывать большую рогатку, а все остальное точно так же. Давайте самостоятельно. Вы справитесь. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Ничего сложного. Так, повторяли полностью самый-самый наш первый ряд узорчика. Вот наш последний столбик с накидом в 3-ю петельку подъема предыдущего ряда. И далее опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Над рогаточками будут рогатки. Тут без вопросов. Все понятно. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. И в следующую рогаточку. Столбик с накидом. Воздушная петелька и столбик с накидом. То есть здесь все понятно. Теперь наша с вами задача повторить точь-в-точь второй ряд нашего узорчика. Вот пышные столбики, веерочек из пышных столбиков. Для начала воздушная петелька, да, помните, и сюда ныряем и начинаем набирать петельки. Раз, накид, два, накид, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Опять сюда же ныряем. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Третий раз. Раз, два, три.
провязали, зафиксировали, воздушная петелька и 4. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Все, несложно. Вы уже так вязали, видите? Вот, 2 ряд и 4 ряд вяжутся абсолютно одинаково. Воздушная петелька и опять также переключаетесь на рогаточки, поняли? То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика. Он составляет всего лишь только 2 ряда. В начале рогатка, потом пышные столбики. Рогатка, пышные столбики, рогатка, пышные столбики, рогатка, пышные столбики и так далее. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что интересно, шикарно, оригинально, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Узорчик двусторонний, видите? Но мне кажется, с этой стороны пышные столбики более плоские, что ли, как правильно назвать. А с этой стороны они выглядят более выпуклыми. Возможно, эта сторона будет лицевой. Вот. Куда можно применить данный узорчик? Если летняя пряжа, топики, маечки. Если зимняя пряжа, то это кардиганы, шарфы, снуды, жилетки, да? Это могут быть демисезонные кофточки. Почему бы и нет? Вы принцип узорчика уже поняли, вы можете комбинировать с другими узорами. Из моей пряжи вот так вот тянется узорчик и вот так вот тянется узорчик. Что же у меня это за пряжа? Смотрите. Называется она Alize Angora Gold. Идем дальше. Так, моточки, смотрите, по 100 грамм, 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от узора, от вашей плотности вязания, у меня 3. Так, идем дальше. Цвет. Цвет 505. На камеру передается такой же, какой он есть на самом деле. Так что, если кому понравилось, можете брать такую пряжу. Но вы берете пряжу любую. Все узорчики на канале универсальные. Поэтому вы можете брать этот узорчик, вязать из своей пряжи. Возможно, из вашей пряжи будет выглядеть более эффектно, более красиво. Так что пробуйте, вяжите летняя, демисезонная, зимняя. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 37 воздушных петелек, то есть моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок. У меня это получается вот, 18 с хвостиком сантиметров. У вас могут быть совсем другие цифры, поэтому обязательно своей рукой, своей пряжей, своим крючком провязывайте образцы. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И с новичками мы провязывали самый первый 11. Давайте посмотрим, сколько будет здесь. Практически 12 сантиметров. И сколько будет непосредственно, где пышные столбики. Вот, практически 13 сантиметров, то есть 12,5 точно. Вот такая красота. Несложно. Я думаю, что несложно. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. И пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Не забывайте подписываться. Кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты. И нажимайте на кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.